Всем привет, с вами как всегда ваш любимый канал ремонт лодочных моторов город Уссурийск. Но сегодня ремонта не будет, а будут интересные истории, связанные с клиентами и с ценообразованием ремонта. Эти истории мы еще никогда вам не рассказывали, я думаю, что вам это будет интересно. Перед вами лодочный мотор Гладиатор 9.9.15. Это мотор с завода Хайди, выпущен примерно в 2013-2014 году. Он в таком цвете Honda. Я, если честно, такой мотор вижу впервые, но по всем признакам я вижу, что это мотор именно с завода Хайди. И на шильдике написано Гладиатор. Ситуация следующая. Клиент привез мотор. Сказал, что он купил этот двигатель вместе с лодкой за 30 тысяч рублей. Проверьте, обслужите и законсервируйте. Мы двигатель проверили. Компрессия у мотора была по 8 килограмм. Мы его запустили, но обнаружили, что не работали вот эти все механизмы. Не работал ни механизм опережения, не работал механизм газа. Даже этот пластик закис, и датчик находился просто в одном положении, не шевелился. Настолько этот мотор был закисший, но проворачивался. Мы расходили все механизмы. В редукторе была эмульсия. После того, как мы разобрали редуктор, мы обнаружили, что подшипник вертикального вала развалился. Чтобы разобрать редуктор, мы грели корпус. Это видно по пожелтевшей краске. Редуктор не так-то просто разобрать, как и все остальное в этом моторе, потому что эксплуатировался в морской воде, облез и очень долго где-то хранился, так как даже пластик у него закис. В общем, чтобы довести мотор до ума, чтобы восстановить редуктор, заменить там все подшипники, крыльчатку заменить, привести в порядок механизмы, карбюратор и заказать все необходимые ремкомплекты, мы насчитали, сумма получилась около 15 тысяч. Владелец на это согласился. Мы заказали запчасти, в первую очередь мы собрали редуктор, все опрессовали, заменили все сальники, все отлично, все держит, залили туда новое масло, заменили крыльчатку, выправили грибной вал, кстати, наладили работу всех механизмов, все расходили, все отлично, теперь шевелится, отрегулировали зажигание, настроили карбюратор, почистили его, запустили мотор, начали его проверять. Погоняли некоторое время, и прямо на глазах с контрольки пошел фонтан. Вода с выхлопными газами. По своему опыту мы сразу поняли, в чем проблема. Выкрутили свечи, на верхнем цилиндре была вода. Вот прокладка верхнего цилиндра. Прокладка прогорела. Причем самое интересное, что она прогорела, у нас получается в руках. Мотор сломался у нас в мастерской. До этого мы принимали мотор, проверили компрессию. Компрессия была по 8. Сказали об этом клиенту, что сумма будет 15 тысяч. А сейчас получается, что мы как бы разводим его на деньги. Вы же сказали сначала одну сумму. Как так? Но дело в том, что здесь проблема не только в пробитой прокладке. Вот в этом месте прямо такой хороший скос, который не выведется, если шлифовать блок. Здесь нужно либо как-то наваривать или напылять, либо полностью менять блок цилиндров. В любом случае, чтобы хоть что-то сделать, требуется разборка блока цилиндров. Но здесь еще небольшие задирчики. И скорее всего, когда мы разберем блок, поршни будут в задирах, несмотря на компрессию. Компрессия — это абсолютно не гарантия того, что мотор в хорошем состоянии. Объяснили ситуацию владельцу. Сам новый блок цилиндров, в среднем стоит около 20 тысяч. Китайский, естественно. Плюс надо будет купить поршни стандартные. Плюс неизвестно, в каком состоянии будут подшипники коленвала. Они не шумели, когда мы запустили мотор, но при вскрытии все равно это будет видно и понятно, стоит ли их менять. В общем, примерную сумму ему насчитали
с учетом всего того, что мы уже сделали, это около 50 тысяч. Сумма, естественно, примерная, потому что мы не знаем, что там дальше. На что владелец нам сказал, что я его купил за 30 тысяч. То есть, получается, ремонт дороже самого мотора. Ну, мы же не виноваты, что такая ситуация сложилась с блоком. Ведь она могла произойти и после того, как мы отдадим мотор. И на воде такая ситуация могла произойти. И владелец потом бы обвинял нас в том, что мы плохо отремонтировали его мотор, хотя мы-то абсолютно ни в чем не виноваты. На момент ремонта мотор был исправен. И после ремонта у владельца полностью бы прогорела прокладка. И все, мы бы остались крайние. Ну, в общем, владелец думает, что дальше делать. Скорее всего, он откажется от ремонта. Он попросил собрать как есть. Естественно, работать это не будет. Может быть, он захочет его продавать. Я не знаю. Если бы этот моторчик привезли нам пораньше, и владелец бы еще успел на нем походить, у него бы также пробило со временем прокладку. И та вода, которая попала бы в блок, она бы там осталась. И за зиму мотор бы просто заклинил. Вот так и получается. Сказали сначала 15 тысяч, потом 50 тысяч. Мотор столько не стоит. Да, действительно, мотор столько не стоит. Такой мотор сейчас новый стоит около 100 тысяч. И я думаю, что есть смысл разобрать этот мотор, продефектовать и вложиться в ремонт, чем покупать новый мотор за 100 тысяч. Или покупать бэушный мотор, неизвестно в каком состоянии. Вот такой вот у нас интересный случай. Есть еще один случай. Вот Yamaha 9.9 15D. Куплена за 20 тысяч рублей. Владелец привез его и сказал, что на водяной помпе сорваны резьбы. Сделайте охлаждение. Да без проблем. Но мы решили запустить его перед тем, как полезть в охлаждение. Воды нет с контрольки, но мотор шумит, как будто вот-вот развалится. И неизвестно, что там шумит. Либо это один подшипник шумит, либо это весь коленвал шумит. Скорее всего, судя по его внешнему виду, мотор топился, и там шумит весь коленвал. Бывают такие случаи, когда владелец не знает, что его мотор шумит, он думает, что это нормальная работа. Мы позвонили владельцу сообщить, что мотор шумит, надо бы капиталить, иначе как? Он говорит, а сколько это будет стоить? Ну, примерно с учетом всех работ и с учетом всех запчастей, капиталка двигателя такого мотора стоит в районе 40 тысяч. Владелец сказал, что я его купил за 20 тысяч. Он столько не стоит. Давайте сделаем охлаждение. Хорошо, без проблем. Мы сняли редуктор. В редукторе, кстати, тоже эмульсия. Грибной вал бьет. На камеру это не будет видно. Вертикальный вал тоже бьет. Мотор был укорочен, и вертикальный вал сварен криво. Были убиты резьбы водяной помпы и решили вкрутить дюймовые болты вместо метрических, чтобы хоть как-то они закрутились в алюминий. Но это не помогло. Крыльчатку владелец установил новую, а вот стакан и пластина с выработкой. Мы установили полностью новый ремкомплект водяной помпы. Крыльчатку отдадим владельцу, потому что она новая и пойдет в запас. Вместо болтов мы посадили помпу на шпильки, потому что там настолько уже разбиты отверстия, что без разборки редуктора невозможно что-то нормально сделать. А разборка редуктора тоже стоит денег. Чтобы его разобрать, нужно потратить полдня, погреть, подышать этим отработанным маслом, испортить себе здоровье. В редукторе вода, там будут, скорее всего, подшипники ржавые и под замену. Под замену также сальники, а это дополнительные траты. Нужно править или менять грибной вал, что-то думать с вертикальным валом. Некоторые мастерские укорачивают моторы прямо в сборе. Снимают редуктор, режут вертикальный вал и варят его
прямо на собранном редукторе. Иногда даже не снимают ногу с Deadwood, а пилят прямо на месте. Не то что мы. Разбираем, снимаем мотоголовку, снимаем ногу, разбираем редуктор, перебираем его, все проверяем, меняем сальники, стараемся сделать добросовестно, как для себя. Другие просто не парятся. Поэтому редуктор здесь давно не разбирался, и придется здесь постараться, чтобы его разобрать. Естественно, все не бесплатно. Естественно, каждая работа стоит денег. Это время, это здоровье. После сборки водяной помпы мы специально проверили ее, что она работает, она исправна, и наша работа выполнена. После того, как мы поставили редуктор на двигатель, запустили мотор, но воды все равно нет. Вода идет только на высоких оборотах. Значит, какая-то проблема еще и с рубашкой охлаждения двигателя, судя по всему. Может быть, прогнил глушитель, и система охлаждения передавливается выхлопными газами. Это нужно лезть дальше, снизу вверх решаются все проблемы с охлаждением. Нужно лезть под двигатель, в рубашку охлаждения. Нужно лезть в головку блока цилиндров, может быть в крышки выхлопа. Тут тоже могут быть проблемы с передавливанием выхлопных газов. А это все заломыши, это нужно высверливать. В общем, заморочка еще та. Мотор вот-вот рассыпется, охлаждение работает только на высоких оборотах. Как владелец собрался его эксплуатировать, я не знаю. В любом случае мы свою работу сделали. Сама водяная помпа исправна, она новая, она работает, она качает. Но в итоге проблема так и не решена, но это уже не по нашей вине. Владельцу мы пожелаем кататься, не ломаться, и отдадим мотор. Такая вот логика в том, что если вы купили мотор за 20 тысяч, а мы вам предлагаем его отремонтировать за 50 тысяч, так что ж вы сразу не сказали? Конечно же, стоимость ремонта не может превышать стоимость самого мотора. Давайте мы вам его отремонтируем за 5 тысяч. А если вам мотор этот подарили, мы вообще отремонтируем его бесплатно. Но это так не работает. Нам абсолютно без разницы, за сколько вы его купили. Вы нам его привозите, мы смотрим, дефектуем, оцениваем, сколько и что нужно сделать, чтобы этот мотор заработал. А вы уже смотрите, принимайте решение. Либо мы делаем все по-нормальному, либо везите туда, где сделают дешевле. Если, конечно, дадут какую-то гарантию на работу. Потому что почему-то после всех мастеров везут только к нам, а не наоборот. Вот и мы думаем просто отказаться от таких моторов, на которые мы по итогу не можем дать гарантию на наши выполненные работы. Как, например, вот с этой Ямахой. Вот, например, человек ее продаст и скажет покупателю: мотор делали в Уссурийске, посмотри YouTube канал, какие они мастера. Покупатель, естественно, мотор перегреет, обвинять потом будет не продавца, а нас. Потому что мы занимались этим мотором и не доделали его. То же самое с этим Гладиатором, который стоил 30 тысяч вместе с лодкой. Точнее, эта лодка стоила 30 тысяч и мотор к ней в подарок. Работы, поверьте, у нас хватает. У нас завал, особенно в последнее время. Подчеркну, что в основном наши клиенты адекватные люди. 95% людей, которые к нам обращаются, с ними всегда можно найти общий язык. Если возникают какие-то непредвиденные ситуации, мы общаемся по WhatsApp, либо человек лично к нам приезжает, мы ему все показываем, рассказываем и вместе обсуждаем эту проблему. Ищем какие-то способы восстановления, предлагаем разные варианты решения этой проблемы.
Если человек нам доверяет, он понимает, что могут быть какие-то подводные камни. Но если человек не доверяет, нас обвиняют в том, что мы разводим на деньги. И вот мы сидим и ждем, когда же к нам приедет очередной клиент, чтобы его поскорее развести на деньги. У кого бы еще снять хорошую запчасть, вместо нее поставить бракованную, чтобы потом мотор к нам снова приехал, а хорошую запчасть продать как новую этому же клиенту. Это один из наших складов, забит полностью под завязку. У нас сейчас очередь на ремонт до марта. Мы просто уже большие моторы не принимаем. Моторы свыше 40 сил мы не берем. Я даже не помню, что нужно делать с этими моторами. У нас все записано, но в голове хранить это просто нереально. Вот Yamaha 60, двухтактная, Tohatsu 50 с водометной насадкой, блок от Yamaha 100, Honda, Yamaha, еще одна Honda 60, Honda 90 из Мурманска, Yamaha, но не 30, а 60, еще одна Yamaha 60 двухтактная, зеленая Yamaha 9.9, Yamaha 8 на укорачивание, привезли транспортной компании недавно. Yamaha 25, тоже транспортной компании. Yamaha 54-тактная. Даже не распакованная Yamaha 30 с водометом на тележке. Прям так приехала с тележкой. И еще какая-то Honda. Ремонт делаем не быстро, потому что в нашем случае спешить нельзя. Нужно делать качественно. Также много времени занимает ожидание запчастей. Поэтому имейте в виду, если вы хотите привезти нам мотор на ремонт, придется ждать. Быстро не получится. Естественно, это не все моторы, которые в очереди. Вот еще есть Yamaha 9.9 4 такта. Тут у нас Mercury, Yamaha 9A, Suzuki, которую мы недавно сделали, Sharmax 9.8, китаец, Honda еще одна очередная, Tohatsu 8, а это вообще надо сдать металлолом, и Yamaha 8, которую мы укорачиваем. В ремонт к нам поступают не только моторы, но и отдельно редукторы. То же самое, большой завал. Какие-то редукторы даже еще не распаковывали, просто отложили их и все. По мере приближения очереди будем уже разбираться, что там с ними нужно делать. Когда транспортная компания привозит нам очередной лодочный мотор в обрешетке, мы даже не помним, кто нам звонил, кто нам писал и что вообще с этим мотором надо делать. Если в накладной указан номер телефона, мы созваниваемся с владельцем, говорим, что все нормально, мотор мы получили. Ну так, внешне его осматриваем, чтобы не было повреждений. И откладываем мотор в очередь. Бывает, что даже прямо в запакованном виде. Это Suzuki 40 с водометом. И рядом с ним тоже запакованная такая же Suzuki 40 с водометом. По каждому мотору ведется отдельная индивидуальная работа. Каждый мотор нужно отдефектовать, оценить стоимость его ремонта, согласовать это все с владельцем. Но невозможно сказать стоимость ремонта, особенно когда говоришь, что примерная стоимость будет, допустим, 15 тысяч, а после разборки стоимость получается 30 или 50 тысяч. Нужно понимать, что есть какие-то нюансы, подводные камни, которые невозможно обнаружить без разборки, и даже при сборке немного может увеличиться стоимость, потому что где-то втулка сломалась, где-то нужно заказать еще какой-то сальник и так далее. Здесь под одеялом еще один моторчик, но я вам показывать его не буду. Про него будет отдельное, очень интересное кино. Есть такие клиенты, которые торопят с ремонтом, просят сделать побыстрее. Ну что так долго, давайте быстрее, мне нужен мотор, рыба пошла и все такое. В итоге делаешь им ремонт, а они его не забирают. Или забирают через неделю, через месяц. Некоторые вообще забирают мотор через полгода или даже позже. Оставляют на ремонт и пропадают. Звонишь, просишь хотя бы перевести деньги за выполненные работы, чтобы можно было выплатить зарплату людям. Но нет. Люди могут
оставить мотор и не выплатить 15, 20, 40 тысяч. Кто-то за 500 рублей переживает. Понятное дело, люди разные, кто-то добросовестный, кто-то не очень. Так что пишите свое мнение, как быть с такими клиентами. Я знаю, что в сфере услуг очень много таких подобных случаев. Очень много людей, работающие с людьми, знают, что это очень тяжело. Каждый клиент индивидуален, кому-то лучше отказать сразу, прямо на месте. Так что делитесь своими впечатлениями. Бывают такие люди, которые просят принять их мотор на ремонт, например, какая-нибудь старая Yamaha или какой-нибудь старый Johnson, на который уже просто не найти запчастей. Но он хочет, чтобы мы полностью его покрасили, сделали капитальный ремонт и все сделали в идеал. Начинаешь объяснять, что не стоит даже отправлять этот мотор, мы даже не будем его принимать, потому что нет смысла ремонтировать, если нет запчастей. Где мы будем брать запчасти? Мотор будет у нас валяться. Мы будем по полгода, по году искать запчасти, заказывать из Америки. В итоге человек от него откажется, а мотор останется валяться у нас. Поэтому мы просто отказываем, на что получаем такой ответ. Ну, значит, вы лишились контента. Ну, значит, вы красиво умеете только для Ютуба. Ну что ж, ответить нечего. С вами был ваш самый любимый канал «Ремонт лодочных моторов город Уссурийск». Работы у нас очень много. Каждый мотор мы стараемся делать как для себя, а для вас мы будем дальше снимать самые полезные и самые интересные видео. Поэтому, если вы еще не подписались, подписывайтесь и следите за обновлениями. Всем пока!